Привет, я Кэндис Даунинг. Кэндис была очень умной, веселой, счастливой девочкой, очень любящей. У нее были сотни друзей, потрясающий ребенок. Все ее обожали. Кэндис — это такая солнечная девчонка, на лице всегда светилась улыбка. Она была очень счастливым ребенком, любила соревноваться, но также она очень нервничала перед проверочными работами или устными ответами в школе. До такой степени, что у нее наступал ступор перед ответом. Я отвела Кэндис к детскому психиатру, который спустя 10 минут нашего пребывания всучил нам пакет с баночками Золофта со словами: «Вот, попробуйте это». Когда вам грустно, у вас может быть чувство усталости, безнадежности и тревоги. Вам одиноко, и вас не радуют те вещи, которые радовали раньше. Все идет не так. Это симптомы депрессии. Психиатр сказал мне, что в начале учебного года в 7 классе Кэндис будет переживать сложный переходный период и необходимо удвоить дозу. За последнее десятилетие потребление антидепрессантов в США выросло более чем в 3 раза. Каждый 10-й американец принимает психотропные препараты. По официальным данным Центра контроля заболеваний и статистики здравоохранения США, постоянными потребителями антидепрессантов являются 27 миллионов граждан страны, из них 6 миллионов – несовершеннолетние дети и подростки. Причина депрессии неизвестна, однако это может быть связано с дисбалансом, который возникает между нервными клетками в мозге. Золофт борется с этим дисбалансом. После приема этого дерьма начались ужасные галлюцинации, жестокие, с кровью. Ей казалось, что у меня из головы выползают насекомые. По капельнице ползали пауки, это было так страшно. Во время одной письменной работы в классе она начала трясти карандаш, встряхивать руку. Подружка спросила: «Кэндис, что ты делаешь?» Она ответила: «Не могу от них избавиться». То есть она думала, что по ее карандашу ползут жуки. Я собиралась пойти пообедать с подругой. Когда я уходила, Кэндис сидела на коленях у отца, и они смотрели Animal Planet. Смотрели на мартышек и смеялись. И это был последний раз, когда я видела свою дочку живой. Когда я поднялась в комнату Кэндис, она висела там на каркасе кроватного балдахина. Кэндис умерла в субботу вечером, и наше дело было в суде в понедельник в 9 утра. Когда доктору пришлось дать показания под присягой, он признался, что Pfizer платил ему за навязывание Золофта пациента. Психотропные препараты – самые популярные лекарства в Соединенных Штатах Америки. Ежегодно врачи выписывают более 270 миллионов рецептов. Годовой оборот этой индустрии составляет более 10 миллиардов долларов. Намного проще выдать ребенку таблетку, чем потратить на него время и усилия на проведение терапии, которая окажет равное успокоительное действие. Вы знаете, что случилось с главой отделения психиатрии в клинике, которая лечила мою дочь? Ему дали повышение. Разве это не вызывает отвращения? И как только он вступил в должность, они стали печатать на упаковке этого препарата предупреждение о том, что его принятие может привести к суициду в любом возрасте. После громких скандалов, связанных с гибелью людей, ни один из смертельных препаратов не был запрещен. На упаковках лишь мелким шрифтом появилась надпись: «Возможны побочные эффекты». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств умывает руки. Они говорят: «Мы же позаботились о том, чтобы вы были виноваты в смерти детей, а не мы». Когда умерла Кэндис, на той же неделе сын моей знакомой по церкви не выиграл какое-то бойскаутское соревнование. Он был сильно подавлен. Его мать подумала о Кэндис, и она знала, что ее ребенок на том же препарате. Ее сын пытается повеситься с помощью ремня из бойскаутской униформы. Употребление таблеток счастья вызывает зависимость и приводит к необратимым психическим отклонениям. Ежегодно от антидепрессантов в США погибает более 60 тысяч человек. Она была ангелом для любого живого существа. Она всем улыбалась, невинное существо. Она заболела. Пошла показать врачу. 10 минут она у него пробыла. Он выписал ей одну вещь – бесплатный образец лекарства.
без конца рвало. Ей приходилось каждый день возвращаться к доктору. Ровно через неделю она умерла, прожив эту неделю в страшнейших мучениях от побочного эффекта препарата. Все перечисленные возможные побочные эффекты она перенесла на себе. Антидепрессанты имеют множество побочных эффектов. В основном это нарушение работы сердца, центральной нервной системы, диабет. В доме было так жарко, 150 градусов по Фаренгейту, удушающая жара. А она была обернута в плед, и ее трясло от озноба. Мой сын, ему было 11 лет, просил у нее разрешения пойти в бассейн, и после уговоров она сказала: «Иди». Он пошел в бассейн, а она пошла в кабинет, взяла мой 45-калиберный, спустилась в подвал и застрелила себя в голову. Я хотел им смерти, но я не знал, за кем идти. Я бы не смог их всех переубивать, их слишком много. Деньги. Причиной всему – деньги. Всемогущий доллар. Я пытался протестовать перед Белым домом. Я хотел, чтобы все узнали, что случилось с ней. Но мне сказали, что я останусь крайним и засудят меня. Да пусть засудят. Что они мне сделают? Убьют мою жену? Они уже это сделали. Противники антидепрессантов все чаще сравнивают эти препараты с психотропными наркотиками. Антидепрессанты врачи выписывают вне зависимости от возраста и заболеваний, чаще всего в качестве средства от плохого настроения, а также для профилактики. Доктор отказался от лицензии штата Массачусетс и уехал в другой штат. И мне не удалось его затащить в суд, потому что мой адвокат подписал договор о неразглашении, что запретило ему сообщать какие-либо сведения о препарате в суде. С тех пор много людей покончило жизнь самоубийством, но теперь компании ничего нельзя предъявить. Все это – эпизод одного шумного спектакля. Та же самая история уже происходила миллион раз. Полстраны подсажено на антидепрессанты, и никто не собирается ничего по этому поводу делать. Дело о гибели Дианы Рутье длилось 6 лет. Суд не признал вину фармацевтических компаний. Накануне съемок Алан Рутье проинформировал нашу группу о том, что на съемках произойдет нечто экстраординарное. Она больше не страдает, и скоро мы снова встретимся. После попытки суицида Алан Рутье попал в реанимацию, но выжил. Его попытка самосожжения была проигнорирована властями США.